День 1711, Алекс на связи. У меня в доме осталось очень много выключателей еще, которые не переделаны под умные. Они, в принципе, и не используются, они просто там по дизайну остались и, в общем-то, сейчас бессмысленны. Но возникла идея там вернуться к этому вопросу и там переделать выключатель, который у меня в спальне установлен. То есть этот выключатель, он совмещен еще и с розеткой, то есть туда нельзя поставить просто какой-то умный выключатель, потому что он просто по размеру не подходит туда. Нужно будет либо отказаться там от розетки, либо, соответственно, там просто убрать выключатель тогда из-за этого. Но в итоге я решил поэкспериментировать, и до этого я тоже там в другом месте уже нашел решение вполне неплохое. Я просто взял там умное реле, которое там внутри имеет там 4 релейных модуля. И оно там вполне неплохо влазит под розетник, и там есть такие еще дополнительные на нем провода для подключения к кнопкам выключателя. И таким образом я там подключил этот выключатель к этому реле. И если я там нажимаю на этом выключателе кнопки, то реле переключается, отправляет сигнал в систему умного дома, а дальше я уже принимаю решение. То есть если мне надо, например, чтобы это включался определенный свет или там определенный режим, то, соответственно, у меня такой сценарий там запускается. То есть напрямую сами реле для управления там, светом, например, я не использую. Есть в интернете тоже продается там самодельные такие аналоги, они вообще не имеют там внутри реле, а просто подключаются к кнопкам выключателя, и там щелкая этими кнопками можно будет там изменять состояние, и дальше по Zigbee это передается в систему умного дома, и можно работать так, как нужно. Но единственный минус там, что в основном это предлагается на батарейках решение. Но так как это в подрозетнике, то большого смысла там, наверное, на батарейках делать и питать это устройство большого смысла нет. Всегда можно, конечно, там запитать от сети, там 220 вольт. Но для некоторых, может быть, это и будет удобно от батареи. Я тоже, когда вначале там переделывал из старых выключателей и в новый, я думал, как это можно там, не покупая умный выключатель, там, или сценарный выключатель, какой-нибудь там, у меня, например, трехкнопочный используется в основном, то каким образом можно там сделать. Понятно, что у меня там подрозетник сначала ничего не влазило, я там пробовал на Arduino делать, потом на базе ESP это делать. Это довольно крупное устройство. Они, конечно, туда можно их, наверное, как-то разместить, но нужно там еще блок питания разместить на 5 вольт, то, соответственно, уже довольно тесно. А еще и выключатель сверху установить, то только глубокий какой-нибудь подрозетник подойдет там. Но я для экспериментов просто там вывел наружу и пытался снаружи сделать там все эти эксперименты. Конечно, там в некоторых случаях это даже неплохо работало. Там сначала я делал там по радиочастоте передавал, экспериментировал, потом, когда ESP появился, пробовал на нем делать, но это тоже не очень удобно, там в каждую розетку там запихивать Wi-Fi микроконтроллер, все-таки это большая нагрузка на Wi-Fi роутер возникает, и иногда эти там перестают работать микроконтроллеры, то есть, соответственно, тоже там не могут подключиться или какая-нибудь другая проблема. Ну, и в итоге там тоже рассматривал вариант сделать от батарейки на базе IT-85. У него очень там низкое энергопотребление, и он от батарейки там может очень долго проработать. Единственная проблема, что там, если, например, для интеграции там, системы умного дома использовать радиопередатчик, то он довольно такой прожорливый, и батарейка, конечно, там садится довольно быстро. Но выключателем, в принципе, не часто щелкают, ну, не всеми выключателями, то в этом случае, конечно, там оно может и там 100 лет проработать. Ну, понятно, что ресурс батарейки, он, конечно, не такой.
Но по расчетам действительно потребление самого микроконтроллера, оно очень маленькое и там практически не потребляет. Например, я использую батарейки там CR2450, они не очень маленькие, но зато у них хороший там ток максимальный. И тогда там в случае передачи сигнала они нормально там напряжение не сильно просаживается и, соответственно, там сигнал довольно сильный получается. Но тоже там не очень удобно это как бы не всегда размещать. Понятно, что на таких микроконтроллерах там очень много разных ножек, там и можно там и на некоторых, например, на Tiny там 4 сделать, ну, за вычетом еще там передатчика, там 3 свободных есть ножки, то есть 3 клавиши можно обрабатывать. Ну, другие там Arduino или ESP там очень много, там по 20 практически. Можно разных таких дискретных там сигналов подавать. Но и в итоге, в общем, я, понятно, отказался и все искал, какое еще решение можно сделать. Очень много было примеров, связанных с использованием датчика открытия от Xiaomi. В нем там есть действительно возможность подпаять к Геркону там проводочки и, соответственно, там их подключить к кнопкам выключателя. Но в этом случае понятно, что будет только там один контакт, и там при нажатии он просто будет менять статус, там закрыто на открыто, и там отправлять в систему умного дома. Но при этом сами обычные выключатели, они там имеют фиксированное положение, то есть нужно будет либо искать там который там звонковый выключатель, то есть который возвращается в обратно в одно и то же положение. Ну, либо просто привыкнуть, что там любое переключение, оно будет вызывать там, соответственно, срабатывание. Но в итоге я тоже там этот способ не стал делать, потому что, во-первых, сам этот датчик, он довольно крупный, и его разместить с выключателем проблематично в обычном подрозетнике. Но я тут нашел тоже такое временное решение пока для экспериментов. То есть я там с помощью просто такой резиночки сделал, чтобы выключатель, ну точнее даже так, его крышка возвращалась всегда в положение. Она в принципе держится без основной части там, электрической. И просто там на эту крышку поставил магнит, а внутри там подрозетники просто разместил датчик. И когда там при нажатии как бы проходит сигнал о срабатывании этого датчика, и там в системе умного дома обрабатываю уже там сигнал о включении света там в комнате. Но и дальше при отпускании он возвращается там в обычное положение. Но это просто так у меня конкретно выключатель. На нем можно было установить крышку без внутренней части. То есть не все, конечно, там виды выключателей позволят так сделать. Ну и в такой конструкции тоже можно еще обработать там еще один способ, это оценку длительности нажатия. То есть если нажать кнопку и удерживать ее, то понятно, что датчик открытия будет отправлять определенный сигнал, ну, либо открыто, либо закрыто. И дальше при отпускании можно просто замерить время срабатывания между этими двумя сигналами и там обработать как другое событие. Ну, а двойное нажатие тоже можно обработать, но это уже будет довольно непросто сделать. Ну, еще как эксперимент я пробовал использовать датчик вибрации. У него есть, во-первых, возможность это определять угол, а во-вторых, там у него просто есть сам датчик вибрации, который тоже можно обрабатывать. С датчиком угла там возникает такая ситуация, что его довольно сложно разместить внутри на подвижной части. Его, конечно, можно и снаружи поставить, но это будет уже совсем не то, что хотелось. И тогда он будет действительно по углу определять положение выключателя. И
В этом случае там можно обрабатывать как изменения, но там сигнал об изменении угла он приходит не очень быстро, задержка где-то там около секунды, но для некоторых сценариев это вполне может пригодиться. Вибрация, она понятно, что там срабатывает от прикосновения, если там щелкнуть или стукнуть просто по выключателю, то в принципе она сработает и, например, там свет включится, но, например, его выключить не получается, потому что состояние вибрации оно сохраняется и некоторое время оно все равно показывает, как вибрация обнаружена. Потом через где-то минуту оно сбрасывается, и дальше снова там при нажатии можно будет уже там еще раз щелкнуть, и, соответственно, там свет выключится. Это не очень удобно. Но, например, для сценариев, там, где свет нужен временно, то есть можно действительно там щелкнул или ударил по выключателю, он сработал как на включение, и какое-то время, например, минуту свет горит принудительно. То есть это тоже такой вариант, он вполне интересен. Ну и самое нормальное решение, конечно, было бы, если там какой-нибудь производитель сделал фирменное устройство. Можно и от батарейки, можно и без батарейки, но, в принципе, можете не очень много потреблять, потому что Zigbee устройства, они очень довольно там экономичные. Например, датчик открытия, он там может проработать 1,5 года без всяких проблем, даже если его использовать хоть там на двери, например, ванны, как я делаю. То есть даже в такой частом использовании там практически никакого расхода энергии нет, потому что сам датчик он управляет только при срабатывании, ну, еще раз в час. То есть никаких других измерений, там, например, как датчик температуры и влажности, он не делает. То есть в этом, конечно, его большой плюс. И там используется, например, от Xiaomi, там очень маленькая батарейка, и она там, у меня все датчики, они еще работают с родными батарейками уже очень давно. И, в принципе, даже показывает еще расход как 100% состояния. То есть я даже не знаю, когда они, в принципе, могут выйти из строя. Ну и поэтому, конечно, там какой-то производитель может сделать такое специальное устройство, в котором будет там не физический гиркон с магнитом, а просто будет эти контакты сделаны. Будет там не один контакт, а, допустим, там 3 или 4. И, соответственно, там такого маленького устройства оно будет еще компактнее. Можно, конечно, разместить легко под любым выключателем. И стоимость его будет не очень высока, потому что там нет никаких там особо дорогих компонентов. Но если даже, допустим, он будет работать в розетке по аналогии, например, с 4-канальным реле, то в этом даже случае можно просто реле убрать. Там размер самого блока питания он очень маленький, ну плюс еще контактные площадки там для подключения проводов на 220 вольт. И, в принципе, это тоже будет довольно компактное устройство, и его тоже можно будет легко там под розетник разместить. То есть, конечно, если бы такое устройство там какой-то производитель сделал, то там и не нужны были бы многие умные разные выключатели. То есть, можно было бы вполне обойтись и существующими выключателями в умном доме.